Водолеи, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на февраль 2023 года. Сегодня у нас в работе замечательные колоды. Это Bastet Таро из лимитированной рождественской коллекции, а также Epic Light Lenormand. Малышки, которые мы сегодня будем использовать в работе, раскроют вам всю информацию о предстоящем месяце. Укажут, на что нужно будет обратить внимание, ну и в принципе, какие перемены вас ожидают. Итак, общая энергия месяца, что вас будет ждать в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, арканы перед вами хорошо видны. Начнем. Общая энергия месяца у вас падает король жезлов. Это активность, это вот целеустремленность, это энергия, которая бьет ключом, это улучшение социального статуса, вашего авторитета, его упрочнение, это востребованность, это быть в центре внимания, это проявление ваших лучших качеств. Ну и, конечно же, это взаимодействие с мужчиной огненной стихии, овен, лев или стрелец, либо человеком просто активным, амбициозным, с лидерскими качествами, может быть несколько самовлюбленным, нарциссичным, но вместе с тем, это, знаете, такой лидер по жизни. Посмотрим, в каком ключе, в какой нише для вас отыграется данный аркан. Двойка чаш. Ну, слушайте, для многих это, конечно, вопросы личной жизни. Ну, а для кого-то это появление новых стабильных партнерских отношений, имеется в виду деловых, социальных, дружеских, то есть это может быть не только построение личной жизни, потому что двойка чаш у нас, конечно, отвечает за сердечную привязанность, но и в целом это карта взаимодействия, которая вас ведет к новым горизонтам, потому что король жезлов и двойка чаш – человек, который для вас является мотиватором, духовным наставником, путеводителем, за счет которого вам хочется расти эмоционально, личностно, духовно, меняться, к чему-то стремиться. И это уже само по себе прекрасно. Если мы будем смотреть вопросы работы, у вас здесь падает двойка мечей. Не то чтобы отгородиться или откреститься, у кого-то, возможно, в течение этого месяца будет отпуск, отдых, ну не дай бог, конечно, больничный лист, мы сейчас будем просматривать. Но здесь это такой, знаете, как некий выжидательный этап. Сейчас проверим. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас не работает и по ряду причин работать не может. Здесь по шестерке мечей ситуация перемен. Будет, допустим, не до реализации каких-то проектов, потому что шестерка мечей – это переезды, это перемещение, это может быть отпуск, отдых, либо плановый переезд, если вы стремились к этому. То есть здесь нет никаких, как я говорю, рабочих процессов. Для тех же, кто у нас в статусе соискателя, по семерке мечей. Вот здесь будьте бдительны, потому что все то, что вам будут предлагать, ну, это, знаете, какие-то нечистые на руку проекты, либо сомнительные проекты. Вы, конечно же, это прочувствуете, поймете, осознаете и, конечно же, от них откреститесь. Если вы у нас наемный сотрудник, то двойка мечей, пятерка жезлов – это выбрать место под солнцем, это вопросы конкуренции, это вопросы конфликтности. Да, вы будете их решать плавно, мягко, взаимодействуя, знаете, как и заручаясь поддержкой других людей, но вместе с тем будете понимать, что для того, чтобы получить повышение, за это нужно будет побороться. И если у вас свой собственный бизнес, то, видите, у вас повешенный. Это вопрос застоя. Повторюсь, это может быть связано с отпуском, с вопросами отдыха. То есть вы можете делегировать кому-то свои задачи, потому что здесь я не вижу активного продвижения. Видите, тройка чаш – это предаваться утехам, усладе, отпуску, отдыху и восстановлению. Но, видимо, значит, будет такой месяц, таковые будут перемены. Если смотреть финансовую сторону вопроса, у вас здесь ложится десятка жезлов. Тяжеловато. Ну, конечно, тяжеловато. Если нет, допустим, пассивных источников дохода, то, конечно же, все траты будут сопряжены с удовольствиями. Соответственно, притока денег нет, есть только расходы. Да, расходы, которые в радость, да, расходы, которые эмоционально вас приподнимают. И действительно, это, знаете, для души, для тела, но, тем не менее, будет несколько накладно. Что же касается состояния здоровья, здесь у нас падает аркан колесница. Прекрасная карта. Во-первых, аркан, который указывает на увеличение у вас физической активности. Вы можете, как, допустим, заниматься новыми видами спорта, либо если вы поехали на курорт, допустим, горнолыжный, это активно отдыхать,
На все, что тут нужно обратить внимание, вопрос опорно-двигательного аппарата. То есть не переусердствуйте, не перенапрягайтесь, ну и будьте аккуратны, чтобы там ничего не подвернуть, не вывихнуть и так далее. В остальном ситуация прекрасна. Вопросы личной жизни. 5 пентаклей. А вот здесь у нас назревает какой-то кризис. И с чем этот кризис у нас будет связан, сейчас будем прояснять. Итак, ситуативное для тех, кто у нас свободен. Давайте посмотрим. 5 пентаклей, 6 пентаклей. Здесь вам нужна помощь со стороны психолога, либо третьих лиц, потому что вы слишком эмоционально закрыты. Вы не верите в отношения, вы не верите в чувства. Вам нужно, чтобы кто-то вам помог вылезти из вашего склепа. Это могут быть как ваши друзья, которые с кем-то познакомят, вас растормошат. А для кого-то это позитивные сдвиги и аспекты через проработку каких-то блоков с психологом. Потому что если смотреть по этим картам, видите, нужна помощь для стабилизации текущих процессов в вашей жизни, для того, чтобы обрести эту зону комфорта. И вот если вы действительно, у вас есть какие-то травмы, неуверенность, низкая самооценка, то вот эта ситуация по 8 жезлов поможет вам сдвинуть эти вопросы с мертвой точки. Видите, через очищение, через конфликт, через ситуацию, когда вы будете выливать агрессию, какую-то озлобленность. Таким образом, вы по 5 пентаклей проработаете этот кризис и выйдете из этой ситуации. И вот тогда по 4 мечей вы ставите точку жирную в своем прошлом. Это вопрос отпускания ситуации. Ну и как следствие, по королеве чаш, это быть в любви, быть в гармонии и обрести для себя эти счастливые отношения. Если вы у нас в любовных треугольниках, по пажу жезлов, кризис. Почему? Потому что вы можете считать вашего партнера или партнершу инфантильными, несостоявшимися, незрелыми, разных взглядов, интересов. Здесь также может влиять большая разница в возрасте, когда партнер вас не слышит, не хочет понимать. И ситуация, которая будет назревать и вспыхнет потом, как знаете, как искра. Потому что вы ждете помощи, вы ждете отдачи, вы ждете равноценного энергообмена в союзе, а этого не получаете. То есть вы выкладываетесь на полную, но не видите таковой отдачи извне. Если у вас стабильные отношения, то здесь 5 пентаклей, 3 пентаклей. Проблема в том, что вы, либо ваш партнер или партнерша полностью будете с головой окунаться в работу, в реализацию, в какие-то нюансы, новые проекты, либо что-то продумывать. То есть больше сосредоточены на социальной жизни, нежели на личной. И вас это, безусловно, будет расстраивать, выбивать из себя, ну и приводить к такой досаде, к конфликтам, к выяснению взаимоотношений. Совет по пажу мечей. Прежде чем конфликтовать, анализируйте, почему так это происходит, как на эту ситуацию можно повлиять и как ее можно исправить. Не спешите делать поспешных выводов, иначе можете наломать дров. И сами потом об этом будете сожалеть. В прямом положении карта, она здесь указывает не на вопросы недоверия, шпионажа или шантажа, а взвешенного подхода к решению какой-либо ситуации. Вот и вам в качестве рекомендации это быть объективными в решении каких-либо вопросов, ситуаций или задач. И сейчас мы с вами посмотрим неожиданность этого месяца. Лиса, ключ, сова. Ну тут карты сами все об этом говорят. Проявите хитрость, мудрость, ловкость в выходе из ситуации. Будьте настойчивы, будьте мудры, и вы получите плодотворные результаты ваших усилий. Где-то, если надо, говорю, упадите на дурочку или на дурачка, да, подыграйте ситуации. Вы из этого извлечете больше пользы, потому что ваша дальновидность в этих вопросах поможет вам осуществить задуманное. Если вы в силу своего возраста не столь опытны или мудры, обратитесь к человеку, который действительно вам поможет разобраться в этих вопросах, является для вас авторитетом, наставником. Это могут быть как ваши близкие люди, так и, допустим, действительно человек, умудренный опытом, психолог, который может вам проанализировать, подсказать, направить, ну, соответственно, изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Вот такой у вас выходит период, вот такой месяц. Могу сказать, что если посмотреть в целом, у вас он знаковый в плане, как мы видим, вопросов здоровья. И есть такой момент здесь в плане отношений. Но все решаемо. Самое главное захотеть этих благоприятных перемен, этих благоприятных изменений. И тогда все стабилизируется, будет в порядке. Конечно же, весь негатив я для вас перекрою позитивом.
Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите мне о том, как для вас отыгрался расклад, эта информация, ну, в принципе, какие перемены вошли в вашу жизнь. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. Вот таким вышел для вас расклад. Вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых видео.